Когда я был маленьким, я обожал книжки про динозавров. Такие огромные, страшные и крутые. Они только и делали, что охотились друг на друга, и это так сильно меня впечатляло. Но знаете, что самое удивительное? Та дикая жизнь никуда не исчезла. Где-то есть целый остров, где до сих пор правит настоящий динозавр – комодский варан. Драконы выбрали очень удачный остров для обитания. Красивейший остров Комодо относится к Малайскому архипелагу и расположен между островами Сумбава на западе и Флорес на востоке. Этот вид варанов живет не только на острове Комодо. Часть из них обитает на соседних островах Флорес, Ринча и Гилимантанг. Но основная популяция сконцентрирована именно на Комодо. Комодский варан – это самая крупная ящерица нашей планеты. Его также называют комодским драконом. И ведь не зря суровый нрав, гигантские размеры и яд делают его высшим хищником и чрезвычайно опасным не только для любого животного, но и для человека. Сегодня вы узнаете особенности жизни и интересные факты про комодского варана. Описание комодского варана стоит начать с того, что он относится к виду ящериц из семейства варанов. Его также называют гигантским индонезийским вараном, комодским драконом или наземным крокодилом. Этот вид варанов довольно древний, ведь самые старые их останки, которые удалось найти, имеют возраст более 4 миллионов лет. Внешний вид комодского варана довольно грозный. Его тело покрыто небольшими пластиновидными чешуйками, которые называются остеодермы. Цвет комодского варана темный, в основном бурый, имеет небольшие пятна и вкрапления желтого цвета. Стоит отметить, что чем старше особь, тем темнее она становится. Молодые комодские вараны часто имеют более крупные желтые пятна, а иногда и оранжеватые или красноватые пятна на своей спине. Размеры комодского варана внушительные. Их длина тела обычно составляет от 2 до 2,5 метров. Средний вес комодских варанов составляет от 35 до 60 килограммов. Интересным фактом является то, что самцы значительно крупнее самок и нередко встречаются особи с длиной тела в 3 метра и весом более 70 килограммов. В неволе эти вараны вырастают еще больше. В одном из зоопарков Сент-Луиса содержался варан с длиной тела 3 метра и весом 166 килограммов. Живут комодские вараны поодиночке, собираются в группы лишь ради пищи или в период размножения. Бодрствуют в дневное время суток, хотя могут при необходимости проявлять активность и в ночное время суток. Для охоты выбирают вторую половину дня. Продолжительность жизни этих варанов в дикой природе составляет до 60 лет. Интересным фактом о комодских варанах является то, что у самок продолжительность жизни практически в 2 раза меньше, чем у самцов. В неволе комодские вараны живут значительно меньше. Еще не было зафиксировано случаев, чтобы данный варан прожил более 25 лет. Во время охоты комодский варан использует практически все части своего тела. Лапы с огромными и острыми когтями, челюсти с зубами-бритвами и даже хвост. За счет того, что половину длины тела этого хищника составляет его хвост, он успешно его использует как грозное оружие. Взрослый комодский дракон ударом хвоста может переломать ноги крупному парнокопытному, тем самым лишив их попытки бегства или способности к какому-либо сопротивлению. Описывался даже случай, что к варану сзади подкралась собака, а он ее ударил хвостом с такой силой и под таким углом, что та перелетела по дуге прямо к нему в пасть. Череп у варана достаточно легкий и не может на себе уместить множество мышечной массы. Отсюда и следует, что укус у этих хищников практически в 2 раза слабее, чем у крокодилов. Например, нильские крокодилы пользуются силой своих челюстей, хватая ими свою жертву, делая сильные рывки головой из стороны в сторону, вверх и вниз, делая перевороты, тем самым отрывая огромные куски мяса и конечности у своей жертвы. Комодский варан использует другую тактику. Кусая жертву, он тянет ее на себя. Все дело в том, что варан обладает множеством острых, как бритва, зубов, изогнутых и имеющих зазубрины, схожие с зубами акулы. Кусая и отходя назад, варан разрывает мягкие ткани своей жертвы, нанося ей непоправимый ущерб. Они достаточно успешные охотники. В основном они предпочитают засадный стиль охоты, поджидая свою жертву на водопое или в местах выпаса. При атаке хищник сразу же пытается сбить свою жертву с ног, разорвав ей сухожилие укусом или ударив хвостом. Если атака не увенчалась успехом, то жертва преследуется. Скорость бега у него не самая выдающаяся и редко превышает 20 км в час. Тем не менее, в шее у него имеется специальная пазуха, которая как насос нагнетает кислород им в легкие, позволяя при этом поддерживать максимальную скорость продолжительное время. В большинстве случаев раненое животное не способно долго ускользать от погони, и хищник настигает свою добычу. Для охоты варан выбирает в основном светлое время суток, предпочтительнее вторую половину дня. Однако они также могут успешно охотиться и ночью. В
темное время суток для успешного нападения ему поможет отличное обоняние, благодаря раздвоенному языку, как у змеи, с помощью которого он может учуять жертву за 10 километров, а также хороший слух. Ядовитый ли варан? Да, этот хищник обладает двумя железами в нижней челюсти, которые вырабатывают яд. Этот токсин вызывает у жертвы паралич мышц и гипотермию, ухудшает свертываемость крови и снижает кровяное давление, что приводит к шоку и потере сознания жертвы. Конечно, все это возможно только при обильном попадании яда в рану. Но даже при незначительном попадании токсина в кровь жертва будет чувствовать недомогание, что в совокупности с кровопотерей от полученной раны сводит ее шанс на спасение к нулю. Помимо яда в слюне у него содержится целая масса патогенных бактерий. Попадая в рану жертвы, они способны вызвать быстрое и сильное воспаление, однако еще нет научного подтверждения, что патогенная флора в слюне помогает этим варанам в охоте. Зародился и развивался этот вид варанов в Австралии, это их историческая родина, и примерно 900 тысяч лет назад варан начал заселять ближайшие острова. Сейчас комодский варан обитает в стране Индонезия на островах, входящих в состав малых Зонских островов. Они также опасны для человека. Их размеры, острые зубы и когти, агрессивное поведение могут принести летальные последствия даже для взрослого мужчины. Но несмотря на все это, человека в качестве жертвы вараны не расценивают, только детей. На взрослого человека комодский варан может напасть в голодное время при недостатке пищи. К нападению может спровоцировать свежая рана у человека, царапины или недавно перенесенная операция. У этих хищников отменный нюх, и несмотря даже на наложенные повязки, он легко учует кровь. Нередки случаи, когда они раскапывают свежие человеческие могилы, чтобы поживиться мертвыми телами. Его ни в коем случае нельзя одомашнить и завести в качестве домашнего питомца. Это крупное и опасное животное, которое не поддается дрессировке и при любом удобном случае сможет съесть своего хозяина. Комодского варана могут содержать в зоопарках, в специально отведенных и укрепленных вольерах. В 2017 году произошла жуткая история, которая всколыхнула мир. На острове Тау были найдены останки 30-летней туристки из Бельгии, Элизы Далеманге. Обглоданное тело, сильно поврежденное нападением комодского варана, обнаружили в конце апреля. Идентифицировать девушку удалось лишь благодаря стоматологической экспертизе. Полиция поспешно сообщила родственникам, что Элиза покончила с собой, но семья категорически в это не верит. Родители рассказывают, что дочь в последние месяцы путешествовала по миру, занималась йогой и медитацией. Всего за несколько дней до трагедии она звонила им по скайпу и с радостью рассказывала, что счастлива жить на райском острове, наслаждаясь единением с природой. Однако факты заставляют сомневаться в официальной версии. Рядом с телом не было найдено предсмертной записки, что насторожило родителей. А журналисты предполагают, что полиция могла скрыть настоящую причину гибели, чтобы не напугать туристов. Сам остров Тау получил мрачную репутацию. За последние 3 года здесь погибли 7 человек. Причиной стали нападения комодских варанов. Спаривание варанов происходит зимой в засушливый сезон. После спаривания самки занимаются поиском места для кладки яиц. Для этого они часто выбирают гнезда местных птиц под названием большенок, или, как их еще называют, сорная кура. Эти птицы создают кучи из палой листвы, которые служат инкубатором и помогают терморегуляции при развитии яиц. В этих кучах самка и вырывает довольно глубокую нору для откладывания яиц. Необычным и очень интересным фактом о комодских варанах является то, что они способны к неполовому размножению, так называемому партеногенезу. В условиях отсутствия самцов самка все равно откладывает неоплодотворенные яйца. Потомство развивается и вылупляется, при этом рождаются исключительно особи мужского пола. Этот феномен был зафиксирован в зоопарках Англии. Таким образом, при попадании самки на остров без самцов, она все равно сможет вывести там потомство и заселить его. Комодский варан внесен в Красную книгу и является эндемиком, то есть живет исключительно на островах Индонезии. Популяция этих животных хоть и считается стабильной, но тем не менее она сокращается. В целях защиты вида от вымирания в 1980 году был создан Национальный парк Комодо. В нем теперь организуют туры как научные, так и развлекательного характера. Поэтому сказать, что комодский варан на грани исчезновения нельзя. Помимо человека, угрозу сохранению численности несет и сама природа. Вулканическая активность в регионе, землетрясения, а также лесные пожары несут угрозу жизни как самому хищнику, так и для его кормовой базы. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, я буду вам признателен за лайк, комментарий и подписку на канал.